Оба студенты, без каких-либо сбережений. Мне как-то не очень снимать людей голых. Об этом свидетельствуют и мои первые седые волосы. Кто-то в Австралии, кто-то в Испании. Я тоже хочу. Больше в эту квартиру, где мы жили, я уже никогда не вернусь. Все, пойдем. Любви и красоты. Всем привет! Сегодня я наконец-то создала свой канал на YouTube. Меня зовут Ксения Хлифат. Такую необычную фамилию я взяла от своего мужа. Он иностранец и родом из Иордании, но жили мы в Украине. У нас есть сын, зовут его Султан. Будет шуметь на фоне, рассказывать цифры на своем языке. Вот, когда Россия напала на Украину, я со своей семьей оказалась в США, и мы здесь живем уже 1 год. Сегодня я хочу, чтобы мы приятно провели с вами время, и я... Блин, там цифры идут! 21, 22, 23, 24. В общем, видео я сегодня не запишу, как и вчера, и позавчера, потому что у меня есть ребенок. А сегодня я хочу, чтобы мы просто провели с вами приятное время, и я покажу вам свою новую американскую жизнь. Простите, пока он не спит, начало будет таким. Спустя год мы наконец-то переехали, и теперь мы снимаем эти апартаменты. Теперь мы снова будем создавать наш уют. Я такой человек, который любит окружать себя красивым, предметами, которые мне нравятся. И хочу кое-что сказать про адаптацию и про то, сколько времени нам понадобилось, чтобы полностью адаптироваться в США. Ответ очень простой. Когда мы с мужем и с совсем маленьким ребенком, оба студенты, без каких-либо сбережений, оказались в чужой стране, у нас в принципе такого выбора, как адаптироваться или нет, не стояло. У нас стояла одна единственная задача: как можно скорее встать на ноги и сделать для этого все возможное и невозможное. И мы по сей день, в принципе, стараемся с этой задачей справляться. И то, что мы уже переехали в апартаменты, для нас это огромный шаг. Это было сделать действительно очень тяжело, но мы это сделали, и я хочу сказать, что мой муж большой молодец. Планы на сегодняшний день будут немного интереснее, чем обычные наши дни, потому что сегодня наш папа выходной. Подписывайтесь на Инстаграм, там много путешествий, любви и красоты. Ну вот, я и в торговом центре. Когда-то я мечтала прилететь в Америку и зайти именно в американский магазин Victoria's Secret и купить себе там то, что мне понравится. И вот я стою здесь, и это так круто, что когда-то я это себе визуализировала, и сейчас это моя реальность.
и без пакета я уже отсюда не выхожу. В магазине мы пересеклись взглядами с одной девушкой, и, кажется, с первых секунд и я, и она почувствовали, что напротив стоит украинка. Мы улыбнулись друг другу, поздоровались, заговорили: вы из Украины, да, откуда именно? Она оказалась из Днепра, я ей сказала, что я из Донецка, и такая фраза проскочила: как нас всех разбросало по всему миру. Она сказала то, что у нее сейчас все друзья по разным частям света. Кто-то в Австралии, кто-то в Испании, и у меня точно так же. Но закончили мы этот короткий разговор на том, что каждый из нас не просто так там, где он есть сейчас. И пусть это будет Германия, Испания, Украина, Канада, Америка, любая другая страна. Не просто же так мы сейчас именно там. Я верю в то, что у каждого из нас есть какая-то задача в том месте, где мы есть. Мне нравится фраза: жизнь непредсказуема, но все в ней не случайно. Мы приехали в даунтаун Портленд. Мы здесь очень давно не были. Последний раз мы были в даунтаун где-то на Новый год. Вот он, еще один счастливый человек. Все, пойдем. Мы уже дома. Сейчас я буду готовить салат с тунцом. И параллельно хочу кое-что рассказать о себе и стать с вами ближе. Мой жизненный путь сложился так, что мне все-таки пришлось выехать из Украины. Хотя, признаюсь честно, у меня никогда не было мечты жить где-то за границей. Я никогда не говорила о том, что из этой страны нужно уезжать, что нужно жить, переезжать куда-то в Европу и так дальше. Мне всегда было очень комфортно, спокойно, хорошо в Украине. И еще в 2014 году я говорила, что я из Донецка. У меня, моей семьи и мысли такой даже не было выезжать куда-то за пределы Украины. Но когда 24 февраля война коснулась уже всю страну, я в диком страхе смотрела на своего маленького ребенка, собирала тот самый тревожный чемоданчик, который многие уже давно собрали. Честно скажу, я отказывалась верить в то, что это может произойти так глобально. В общем, я собирала все наши вещи, и я знала то, что больше в эту квартиру, где мы жили, я уже никогда не вернусь. Там осталось очень много наших вещей, которые позже просто кому-то отдали, и некоторые получилось передать нам почтой сюда в Америку. Настолько быстро тогда их собирала и даже не надеялась уже никогда с ними встретиться, с теми вещами, которые там остались. Я в принципе такой человек, который очень легко прощается с вещами. Знаю таких людей, которые вывозили по 10 чемоданов и еще год страдали по тем вещам, которые не получилось забрать. Кстати, кто интересуется нумерологией и понимает в ней, знает то, что у таких людей, как я, у которых показатель низкий быт, таким людям, в принципе, легче переживать изменения в жизни. Но я не говорю, что они всегда абсолютно легкие, веселые и не замечают апокалипсис вокруг. Нет. За этот год у меня было столько стресса и слез, столько разочарований. Об этом свидетельствуют и мои первые седые волосы.
Не думала, конечно, что они меня поприветствуют в 21 год, но я их благополучно выдернула пинцетом, сделала вид, что ничего не было, и больше пока не искала. Чтобы вы больше понимали, какой я человек, я скажу то, что я не люблю делиться негативом, не люблю находиться в токсичных состояниях, саморазрушаться. Я наоборот сделаю все, чтобы как можно скорее выйти из любой ситуации с каким-то опытом, с каким-то уроком для себя. Даже, казалось бы, в ситуации, в которой думаешь, блин, какой вообще урок? Я вообще эту ситуацию никогда в жизни бы не позвала бы в свою жизнь. И о чем тут вообще можно думать? Но нет, я абсолютно на каждую ситуацию именно так и смотрю. Но не все люди поступают и мыслят так же, как я. Все мы очень разные, и это абсолютно нормально. Все мы по-разному реагируем на войну или на любые другие жизненные обстоятельства. По-разному проживаем и адаптируемся к новой реальности. Если вам откликается то, что я говорю, то оставайтесь, пожалуйста, со мной, подписывайтесь, ставьте лайк, пишите мне что-нибудь в комментариях. Мне хочется получать обратную связь и обмениваться мыслями с людьми, которые меня смотрят. Также предупреждаю сразу, на моем канале не место некультурным и токсичным людям, такие сразу будут улетать в бан, а остальным всегда добро пожаловать, и я всегда вам очень рада. Я сделала себе такой салат и буду пить такой напиток. Он как спрайт по вкусу, но якобы он полезный. У нас уже успел пройти дождь. Здесь очень-очень часто дожди. Любой лучик солнышка — это огромное счастье, которое нужно ловить. Сейчас хотим еще выйти пройтись по нашей территории. Заодно покажу вам, что у нас здесь есть. Боже, какой закат! К вечеру реально очень похолодало. Мы утеплились. Я даже шапку надела. Это я подхожу к офису наших апартаментов. Здесь зал спортивный. А сейчас я иду к одному невероятному месту. Облом. Хотела показать вам бассейн, но там сейчас купаются люди. Мне как-то не очень снимать людей голых. Я уже долго жду, что они не собираются выходить. Ну ладно уже. Пусть развлекаются. Закаленность людей здесь — это вообще отдельная тема. То есть увидеть зимой человека в шлепках, в шортах — это абсолютно нормально. Вообще ничего странного. Люди в Америке, большинство очень закаленные, и дети их тоже. Мой муж, кстати, тоже купался в бассейне, начинает американизироваться. Люди здесь очень доброжелательные, открытые, улыбчивые. Когда я приехала, я это заметила сразу. Вначале мне, конечно, было непривычно то, что люди, которые друг друга совсем не знают, могут друг другу улыбаться, здороваться просто так. На самом деле это очень здорово, потому что если ты куда-то идешь, там, например, в магазин или в больницу или в любое вообще другое место, с вероятностью 99,9%, что там тебя будут окружать доброжелательные люди, которые будут тебе улыбаться, будут с тобой вежливо общаться. Мне это очень нравится, я к этому уже привыкла, и сама я уже как-то автоматически улыбаюсь незнакомым людям, хотя раньше я этим не отличалась. Люди ушли, показываю вам, как выглядит бассейн. Вот этот большой бассейн, он огромный на самом деле,
и он холодный, а вот этот поменьше, это джакузи. Я думаю, что летом здесь будет еще круче, здесь поставят зонтики, и мой сезон начнется летом. Думаю, что я уже буду заканчивать влог. Спасибо вам за то, что вы были со мной, посмотрели его до конца. Мне еще на самом деле есть много чего интересного вам показать, поэтому я хочу, чтобы вы подписались на мой канал, поставили лайк, написали комментарий и до следующих видео. Муж решил, чтобы я не была голословной, показать, как он купается. Блин. Тоже хочешь? Просто Султан и Раед. Вот кто к нам прибежал. Класс! Я тоже хочу как уточка и как мой муж. В общем, вот такая вот у нас тут вечеринка. Я тоже хочу.